Всем-всем-всем большой, огромный пламенный привет с прекрасного града Измаила. Раиса Горяченко, как обещала, я покажу, как я квашу капусту. Именно квасить. И это не простая капуста, а будет 3 в одном капуста называться. И вот почему. Я сразу убиваю 3 зайца. Итак, что нам нужно для этого такого рецепта очень вкусного? Нужно помыть яблочки. Вот эти яблоки, можно вот такой сорт, ну не розовые, красные мне не нравятся. Вот это сорт, затем можно очень хорошо получается семериночка, еще какие-то вот такого зеленого, желтого цвета яблочки. Они должны быть чистые, целые. Далее, нам нужна белокочанная капуста для того, чтобы ее измельчить. И еще нам нужна одна капуста специальная. Это наши тоже сорта отечественные, не голландские. Голландские для мариновки хорошие. А это я использую для того, чтобы потом еще же сразу же сварить. Открываешь зимой, достаешь такую капусточку и достаешь такие вот маринованные листики и готовишь голубцы. Голубцы, которые пахнут, когда готовишь. Ой, ароматом капусты, яблок, моркови, ароматом осени золотой. Но для того, чтобы вот такое подготовить, я сейчас покажу, что я делаю. Я вырезаю почерышку, не жалею. Вот эти толстенькие штучки у нас сейчас вырезаем. Потом еще вот это можно измельчить, ничего не пропадет. У нас еще она осталась, значит ее надо вырезать. Я ее вырезаю, полностью убираю. Вот она убралась. И потом очень легко вынимать каждый листик и сюда же использовать, вкладывать готовый уже рис, с рисом морковочку. Кто-то мяско использует, кто-то грибы. Итак, подготовленный один ингредиент. Яблоки у нас готовы. Нашинковали капусточку белокочанную. Затем еще нам нужно обязательно морковь. Вот. Общей сложности у меня просто пищевая кастрюля. Я буду солить специально пищевой такой пакет. Вот. Я делаю несколько таких заходов. Люблю, когда много морковочки. Поэтому нужно хорошенько пережать. Но прежде чем я это буду делать, я еще добавлю соли. Сколько мне нужно? Мне вот это уже норма, я знаю, миска. Вот этого количества мне хватает. Но на 10 килограммов я вот в общей сложности всей соли, чуть-чуть здесь больше соли ложу. Почему? Потому что у меня будет еще капуста и будут яблоки. Поэтому немного больше. Ну, как салат готовлю, вот пробую. Сейчас буду пробовать. Если он чуть-чуть солонее, чем обычно, это надо хорошенько пережать, хорошо, чтобы еще постояло. Сюда же я добавляю лавровых листиков немного для аромата. И сюда же добавляю, ну, обязательно должен быть черный перчик. Он дает такой аромат, когда вареники готовишь. И вот попадается вот этот перчик, ну, это просто запах кухни невероятный получается. Итак, у нас есть вот этот ингредиент. Капусточка тоже уже практически, да, хорошенько соленая, очень вкусная. Теперь переходим к месту, где мы будем закладывать для квашения капусты. Это место у нас называется вот здесь. Это у нас я уже начала. Значит, на дно кастрюли пищевой я выкладываю вот такой толстый пакет. Выкладываю вот головочки капусты. Уже вот они у меня вот такие, там они уже тоже черешки убраны. Теперь я сюда яблочки и все буквально вот закладываю вот эти пустые места обязательно вот этой капусточкой. Оно получается вот 3 вида продукта. Вот они. Получается, что они перемешиваются, и они будут дополнять друг друга. Это настолько вкусное получается блюдо. Очень хорошо нужно плотно это все выложить. Затем снова слой капусточки и выкладываю туда яблочки.
Ой, это так вкусно, не могу вам передать, мне очень нравится это все. И высыпаем всю капусточку с морковочкой, затем следующую порцию готовим. И так до самого верха будет доложено. Ну, конечно, самый верхний слой будет сама капуста квасится. После этого я сейчас не буду занимать время, просто сам процесс вы увидели. Очень плотно все нужно будет, очень и очень плотно друг к дружке прижать. Затем я завяжу пакет, воздух выдаляется, завязывается пакет на бок, выставляем. У меня для этого есть специальная такая крышка для этих целей. И помытый, вот очень красивый камень. Вот видите как. И он хорошо прижмет. Эту кастрюлю помещаем в теплое у нас сейчас, теплое место в комнате. И она будет где-то 2-3 дня у нас находиться пока в тепле. Посмотрим, когда пойдет сок. Мы тогда немножко еще проколем, откроем, воздух выпустим, углекислый газ выпустим и уже закроем, занесем в холодное место. Ну, я думаю, что через месяц у нас вот и можно будет и яблочки уже пробовать. Ну, чем туда ближе к Новому году мы обычно уже открываем и будем вот эту еду вкусную, очень вкусную капусту и белокочанная и для салата, и для голубцов. И будут очень вкусные маринованные, квашеные, вернее, не маринованные, квашеные яблоки. Вот такое блюдо мы сегодня с вами приготовили. Я обещала рассказать, как я это готовлю. Я не люблю играться долго на чем-то одном, останавливаться. Мне очень нравится, когда продукты соединяют и дополняют друг друга. И они получаются, ну, изумительно очень вкусные. Яблоки и капуста. И еще морковь и специи. Это невероятно очень вкусно получается. Приготовьте, не пожалеете. И очень вкусно у вас будет зимой, когда вы откроете, будете вспоминать добрым словом. Ну, а я прощаюсь с вами. Будьте здоровы, мне надо дальше продолжать шинковать капусточку. И будем квасить полную кастрюлю. А я прощаюсь. Будьте здоровы. Приятного аппетита.